Сейран сразу обратила внимание на шофера отца. «Аби выбирал. Для Казыма пойдет», — сказал ей Ферит. Вдруг тренер Дарук прислал местоположение для денег. А у Казыма серьезный разговор с женой. Он приказывает ей вернуться домой. «Делай, что хочешь, не вернусь», — отвечает ему Эсма. Казым грозится рассказать дочерям о недавнем разговоре. «И что же ты скажешь, что пришел, не спросив, есть ли у нее любимый? Заплатил и вырвал все лепестки», — сказала Эсма. «Спустя столько лет и любимый», — обиделся Казым. «Это пока твои хорошие дни», — сказала, уходя Эсма. Сейран беспокоится, провожая Ферита. Она просит его пообещать быть осторожным. «Ради брата я должен закрыть эту тему», — сказал Абедину Ферит. В одну из пачек с деньгами Абедин вкладывает чип. «Мы должны схватить всех», — наказывает ему Ферит. И Факат снова приходит к сестре, чтобы поделиться хорошей новостью о беременности. Она говорит, что это ее самый счастливый день в жизни. «Молись, чтобы Шихмус принял этого ребенка. Вы не в браке, и, надеюсь, тебе не придется рожать без отца», — сказала ей Фикрие. Ферит привозит к назначенному месту сумку с деньгами. Человек Дарука забирает их и мчится на мотоцикле. Абедин следует за ним. Эсма увлечена телефоном, Сейран помогает ей осваивать функции. Она спрашивает, почему-то не сказала ранее. «Боялась, что отец приревнует, а теперь все равно», — сказала Эсма. В комнату пришла Хатуч. Дарук вместе с друзьями радуются деньгам. При пересчете они обнаруживают устройство для слежки. «Уходим отсюда!» – закричал Дарук, но Абедин уже тут как тут. «Как ты мог сделать такое жене моего брата? Его нет, но я ведь тут!» – сказал Ферит. И Факат назначает встречу Шихмузу, а Хатуч рассказывает Сейран, что и представить не могла, что эта женщина превратится в монстра. Сейран же говорит, что с одной стороны понимает эту женщину. Позвонил Ферит, рассказал об успешной операции с Даруком. Дед рассказал Фериту, что отца Акына видели после того, как его объявили покойным. Также Халисага говорит, что его люди взяли какой-то след. Дед говорит Фериту, что тот позаботится о семье и фамилии, когда его не станет. Сейран думает о завтрашнем визите к доктору. «Ты, кажется, расстроена?» – спросил Ферит. Сейран говорит, что она не сможет закончить учебу вовремя. Ферит предлагает закрыть глаза и строить, как муж с женой, мечты. Они мечтают о лете, прогулках на яхте и отпуске за границей. Наступило утро, и Сейран сообщила Фериту, что идет сегодня к врачу с сестрой. «Раз не будет меня, значит, будет Абедин», — сказал ей Ферит. А Ифакат спешит навстречу к Шихмузу. Тот грозится в следующий раз расплатиться с Карханами. Ифакат успокаивает его и предлагает лучше уехать. И сообщает ему новость о беременности. «От одной только что избавился, чуть преступником меня не сделала», — сказал Ифакат Шихмуз. И продолжил говорить, как он покончит с Халисом Карханом.
И Факат, поняв, что не нужна Шехмузу, плачет, возвращаясь со свидания. Ферид просит Латифа уладить одно дело до прихода Сейран. Девушек он поручает Абедину, а сам занимается поисками отца Акына. Казым и Ферид едут по координатам. Казыма везет Таяр, который представился ему как Мазлун. Сейран говорит сестре, что хочет одна войти к доктору. Врач предлагает осмотреть Сейран и дождаться еще одного доктора, так как то, о чем они будут говорить, не в ее компетенции. Приехав к знакомому для Таяра месту, он говорит Казыму, что довез его на 7 минут раньше. «Я не привык к людям, которые постоянно что-то комментируют», — ответил ему Казым. К месту приехал Ферид. Они с Казымом идут внутрь. Таяр, улыбнувшись, следует за ними. А Суман продолжает благодарить Факат. «Как только мы с Фуатом поженились, ты сказала, что к тебе можно всегда обратиться. И ты сдержала слово», — говорит Асуман. И Факат же успокаивает Асу и снова водит за нос. Вдруг Асуман замечает, что они едут не туда. «Куда мы едем?» – испугавшись, спросила она. «Зачем ты меня сюда привезла? Мы же собирались в аэропорт», – сказала Асу. «Господин ждет, и не сопротивляйся», – сказала ей и Факат.